12 апреля 2023 года станет днем, когда решится экономическая судьба Соединенных Штатов Америки, потому что в этот день опубликуют самый важный отчет индекс потребительских цен за март. Да, именно за тот месяц, в котором обанкротились самые крупные банки США и Европы, ФРС напечатала более 400 миллиардов долларов, а индекс доллара упал до самого низкого уровня за последние полгода. Сказать, что март был сложным месяцем для экономики США, ничего не сказать. И все его последствия мы будем испытывать еще долгое время, особенно когда наступит момент объявить новые процентные ставки. Тем не менее, для биткоина март стал одним из лучших месяцев, начиная с 2022 года, потому что он вырос на 50% и зафиксировал новый максимум выше 29 тысяч. Но есть одно но. Цена биткоина уже на протяжении более 2 недель консолидируется и торгуется в одном диапазоне от 27 до 29 тысяч. А как показывает практика, ранее такое движение приводило либо к очередному падению, либо к новому росту. А учитывая, что 29 тысяч является очень сильным сопротивлением, еще один неудачный тест этого уровня может привести к серьезным потерям. Добавить к этому макроэкономическое влияние в виде инфляции, и заветные 30 тысяч кажутся не такими уж и близкими. Но что будет с биткоином на самом деле, мы разберем в этом видео. Ведь сегодня нам предстоит проанализировать важные экономические данные, разобрать последние отчеты по инфляции, уделить внимание резервам ФРС, ну и, конечно же, провести теханализ биткоина. Поэтому смотрите видео до конца, и вы узнаете, упадет ли инфляция на фоне банковского кризиса, как политика ФРС убивает доллар в качестве резервной валюты, почему мы не увидим снижение ставок в этом году и сколько будет стоить биткоин в этом месяце. Перед просмотром поддержите это видео лайком, ведь мы специально для вас сделали его заранее, чтобы у вас было больше времени для подготовки к 12 апреля. Поэтому всем приятного просмотра, мы начинаем. Всем привет, меня зовут Влад, и вы на канале Coin22. Как я говорил ранее, сегодняшнее видео мы сняли для вас заранее. Тем не менее, перед публикацией ИПЦ нас ожидают еще несколько важных отчетов, связанных с безработицей в США, которые кардинально могут изменить настроение на рынке крипты. И чтобы вы не пропустили эти отчеты, найти вы их сможете в нашем телеграм-канале по ссылке в описании. Во-первых, там мы 24/7 на связи, а во-вторых, в телеграм вы дополнительно получите подробный прогноз на движение крипты перед и после ИПЦ. Так что подписывайтесь. Ну а начнем мы, пожалуй, с хороших экономических новостей. В пятницу 31 марта индикатор инфляции, за которым внимательно следит ФРС, вырос меньше, чем ожидалось, что дает нам надежды на завершение самого агрессивного цикла повышения процентных ставок. Этот индикатор называется индекс цен на личное потребление, и он показал рост на 0,3% за месяц, а если взять рамки года, то он упал до 4,6%. Это нам показывает, что в феврале инфляция действительно снизилась, после чего фондовый рынок вырос и закрыл март на положительной ноте. В пятницу биткоин также не отставал от фондового рынка и показал рост на 3%. Правда, свой жесткий уровень сопротивления он так и не пробил. Но знаете, в чем дело? Низкие данные этого индекса были получены только благодаря месячному падению цен на энергоносители на 0,4%, а вот цены на продукты выросли на 0,2%. Конечно, снижение инфляции положительная новость, но рост цен до сих пор остается слишком высоким для ФРС. Вы должны помнить, что ФРС повысила ставку на четверть пункта на прошлой неделе, и тогда Пауэлл заявил, что может потребоваться дополнительное повышение, дав нам понять, что для них инфляция является главной целью, несмотря на риски, связанные с банками. Поэтому воспринимать этот ценовой индекс как полноценный положительный сигнал пока рановато, ведь, как сказала президент ФРБ Сьюзен Коллинс, один месяц не является чем-то, что действительно указывает на устойчивые изменения. И на самом деле так и есть, ведь помните, когда еще в начале лета инфляция падала, и в феврале мы должны были получить 6,2%, а она выросла. Точно так же, как и ценовой индекс 24 февраля, после которого биткоин стремительно упал. Это происходит из-за того, что экономические отчеты не могут отражать реальное состояние экономики, и мы их получаем с небольшой задержкой. Некоторые могут отставать от реальных на месяц, другие на 2, а некоторые вообще на целый квартал. И это обязательно нужно учитывать. В нашем случае нужно понимать, что ценовой индекс инфляции
инфляции был опубликован за февраль, когда мы не имели такие серьезные проблемы с банками по всему миру, поэтому он не отражает рост цен и инфляции с учетом всех этих проблем. К тому же ФРС продолжает спасать банки, печатая все больше денег, из-за чего резервный баланс ФРС увеличился на 400 миллиардов долларов за последние пару недель. Также Центральный банк выдал около 36 миллиардов долларов в виде кредитов и 60 миллиардов долларов под залог ценных бумаг. И получается так, что ФРС дает деньги банкам в виде кредитов, а вкладчики выводят эти деньги из банков, потому что они им теперь не доверяют. Таким образом, в целом ликвидность в банковском секторе все еще сокращается, даже несмотря на то, что ФРС печатает такие объемы денег. И это явный повод для беспокойства, особенно на фоне падения доллара США. И как сказала гендиректор Grid Capital, доллар США теряет статус резервной валюты, на что Илон Маск ответил: это серьезная проблема, политика США была слишком жесткой, что заставило страны отказаться от доллара, мол, намекая нам на то, что мировые страны не желают погашать инфляцию доллара США. И получается так, что во всей этой истории с банками в плюсе остались только те инвесторы, которые начали скупать акции или криптовалюту, которые на фоне падения доллара выросли. Вот только все может измениться после публикации ИПЦ, и если ты желаешь заработать на предстоящих экономических событиях, ведь именно в это время рынок показывает самое большое движение, воспользуйся нашей подпиской Coin22 Pro. Подписка Pro – это проект от нашей команды аналитиков, которая уже более полугода ежедневно предоставляет качественный анализ крипторынка, на котором можно зарабатывать, независимо от того, рынок растет или падает. Например, перед прошлым ИПЦ 14 марта участники Pro получили сделку на монету Solana, которая принесла от 40% прибыли. Также буквально на днях участники Pro заработали от 30% на шорт-сделках по монете BNB. А если ты новичок и не знаешь, с чего начать, но уже давно желаешь научиться зарабатывать на криптовалюте, тогда специально для тебя мы предоставляем пошаговое обучение с нуля. Поэтому не упускай самую прибыльную неделю этого месяца и начни зарабатывать вместе с нами. Все ссылки на подписку Pro ты сможешь найти в описании под этим видео. Возвращаясь к инфляции, уже есть опубликованный прогноз, который указывает на то, что ИПЦ не изменится и останется на уровне 6%. Но это именно та ситуация, когда максимально сложно сказать, какой будет ИПЦ на самом деле. С одной стороны мы получаем ФРС, которая продолжает печатать деньги, а с другой отчеты по инфляции, которые показывают, что цены незначительно падают. Конечно, в данном случае чаша весов больше склоняется в сторону роста, но если ИПЦ останется на уровне 6%, это станет для нас настоящим подарком, ведь банкротство банков продолжает оставаться занозой для ФРС. Кстати, извиняюсь за то, что сказал банкротство, потому что теперь Американская банковская ассоциация запрещает употреблять это слово и рекомендует использовать уникальное нарушение ликвидности. Но учитывая, что это нарушение ликвидности стало вторым в истории США, оно действительно уникальное. И по поводу этого нарушения Джанет Йеллен заявила, что банковские правила стали слишком свободны и требуют более жесткого регулирования. Они, конечно, ребята, интересные. Вовсю хотят регулировать крипту, биржи, компании, вон даже на Binance и CZ в суд подали, но даже свои банки регулировать не могут, из-за чего возникает не потеря ликвидности, а конкретное банкротство. Также не забываем, что в апреле нас ожидают еще и другие важные отчеты, которые вы можете увидеть у себя на экране. Большая часть из них связана с рынком труда и безработицей, а они очень важны для ФРС. 12-го нас ожидает сам ИПЦ и протоколы ФОМС. Далее опубликуют индекс цен производителей, базовый индекс цен розничных продаж, и все это в первой половине этого месяца. В апреле ставки ФРС изменяться не будут, ведь ближайшее заседание запланировано на 3 мая. И все эти отчеты непосредственно повлияют на решение Пауэлла. Поэтому, чтобы вы не искали эти отчеты, мы их оставим в нашем телеграм-канале. Это что касается экономической обстановки. Теперь давайте перейдем к рынку крипты. За эту неделю событий на рынке не могу сказать, что было много, но самыми обсуждаемыми стали, конечно же, судебный иск против Binance и CZ, а также рост Ripple на 30%. Насчет Binance могу сказать, что это очередные претензии от регуляторов, которые за последнее время стали обычными вещами. О чем нам говорит реакция самого рынка. Крупное падение было только у BNB на 7%, и то ему хватило буквально пару дней, чтобы цена успела восстановиться. Ведь максимум, что будет грозить Binance, это штраф и не более того. А вот Ripple удивил многих инвесторов, особенно тех, кто в отчаянии продавал его по 30 центов и ниже. Ripple и SEC провели последний судебный раунд для вынесения суммарного решения по этому делу.
делу. Теперь дело находится на рассмотрении судьи Аналисы Торрес, которая, как ожидается, вскоре вынесет приговор. Когда она это сделает, неизвестно, тем не менее президент Ripple сказала, что по ее мнению очень маловероятно, что судья вынесет решение в пользу SEC. А сторонник Ripple Джон Диттон в Твиттере говорит, что это произойдет уже через 2 месяца. Конечно, я в это слабо верю, уж тем более, что решение будет заключаться в полной победе Ripple. Понимаете, SEC накинет еще 1000 судебных исков на Ripple, лишь бы добиться своей победы. На самом деле это больная тема, которую можно разбирать часами, поэтому если желаете увидеть отдельный ролик, пишите об этом в комментариях. Тут более интересным моментом является движение биткоина, ведь в последнее время он демонстрирует рост и его цена выросла до новых максимумов. Но главный вопрос заключается в том, является ли этот рост устойчивым или коррекция неизбежна уже на следующей неделе. Поэтому давайте разберем. Во-первых, в марте капитализация биткоина выросла на 20%, что повлияло на 70% рост в первом квартале 2023 года. И это можно увидеть, глядя на последние 3 свечи на месячном графике. А вот недельный график может помочь нам выделить дополнительные уровни поддержки и сопротивления. После повторного теста 200-дневной скользящей средней, чуть выше психологического уровня в 25 тысяч, цена немного откатилась, заставив биткоин снизиться. Однако банковский кризис и падение доллара спровоцировали еще один рост, и биткоин взлетел выше, прежде чем установить новый максимум 2023 года. Это привело к так называемому восходящему паттерну, который состоит из этих 5 свечей, что сигнализирует о продолжении восходящего тренда. Сейчас биткоин пытается пробить 29 тысяч, но длинная тень на этой свече указывает на жесткое сопротивление. Когда уровень сложно пробить, цена обычно отступает перед новой попыткой, и если биткоин не сможет снова пробить отметку 29, он может вернуться к 20-дневной скользящей средней на уровне 27 900 долларов, а устойчивый отскок от этой точки укажет нам на позитивное настроение рынка, когда трейдеры будут выкупать биткоин по более низкой цене. В свою очередь, это повысит вероятность пробоя 29 тысяч. Но на 4-часовом графике биткоин готовится к резкому снижению на следующей неделе. Он может упасть до линии тренда на уровне 27 тысяч и получить поддержку на уровне около 26,5, а уже от этого уровня поддержки ожидается разворот и плавный рост до 30 тысяч долларов. Но если биткоин продолжит корректироваться ниже, то 30 тысяч долларов мы вряд ли увидим. Ситуация будет становиться все более понятней после новых экономических отчетов на предстоящей и следующей неделе. Если доллар продолжит падение, это, конечно же, будет подпитывать рост крипты, а также акций. Но не забываем, что увеличение ИПЦ заставит ФРС ужесточать свою политику, сокращать резервы и увеличивать стоимость доллара. А это, как мы знаем, сильно бьет по рынкам, поэтому обратите на это внимание. Напишите в комментариях ваше мнение касательно стоимости биткоина в апреле и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо вам за просмотр, всем пока!